За годы практики ветеринар по имени Маркус повидал многое. Сложные травмы, тяжелые диагнозы и моменты, когда приходится прощаться. Он давно понял, что эта работа требует не только профессионализма, но и внутренней стойкости. Но даже его опыт не подготовил к тому дню, когда в клинику привезли кошку по кличке Буся, находившуюся на последнем сроке беременности. Ее хозяйка, Марина, держала питомицу на руках с заметным волнением. Для нее Буся была не просто животным, она стала частью семьи. Внешне все выглядело нормально. Кошка вела себя спокойно, двигалась осторожно, и ничто не предвещало проблем. Роды начались как обычно. Маркус действовал уверенно. За годы работы он принял десятки подобных случаев. Но примерно в середине процесса что-то изменилось. Это было едва уловимое ощущение, но достаточно странное, чтобы насторожить врача. Он внимательнее посмотрел снимки и нахмурился. Живот кошки оказался значительно больше, чем ожидалось. «Похоже, помет будет очень большим», – осторожно сказал он. Марина удивленно кивнула. В комнате быстро подготовили все необходимое. Атмосфера стала напряженной, но контролируемой. Когда роды вошли в активную фазу, стало ясно – процесс идет быстрее обычного. Буся тяжело дышала, издавала тревожные звуки, но держалась стойко. Ветеринар мягко напомнил Марине сохранять спокойствие. Животные чувствуют эмоции людей. Она глубоко вдохнула и аккуратно погладила кошку, помогая ей расслабиться. Один за другим начали появляться котята. Сначала 3, затем 5, потом 7. Команда переглядывалась. Это уже было необычно. В итоге на свет появилось 10 малышей. Это был крайне редкий случай. Не только из-за количества, но и из-за разнообразия окрасов. Но радость длилась недолго. Один из котят не двигался. В комнате повисла тяжелая тишина. Маркус сразу начал действовать. Осторожно массировал грудную клетку, пытался запустить дыхание. Марина замерла, боясь даже пошевелиться. И тогда произошло неожиданное. Буся, несмотря на усталость, поднялась, подошла к неподвижному малышу и мягко коснулась его носом. Затем начала вылизывать его, словно не сомневаясь ни на секунду. Прошло несколько напряженных мгновений, и вдруг котенок сделал слабый вдох. Потом еще один. Комната буквально наполнилась облегчением. Кошка улеглась, окружив собой весь помет, будто защищая их всех сразу. Но на этом странности не закончились. Через несколько дней Марина снова позвонила в клинику. Некоторые котята уже открыли глаза, а другие нет, что было необычно. Маркус пригласил ее на осмотр. При внимательном изучении он заметил нечто еще более удивительное. 2 котенка, которых назвали Оскар и Лео, выглядели почти одинаково. У обоих были разноцветные глаза, один голубой, другой темный. Даже рисунок шерсти был очень похож, с небольшими отличиями. Это показалось странным. После дополнительных проверок Маркус предложил провести ДНК-анализ. Результаты оказались по-настоящему редкими. Оскар и Лео были идентичными близнецами, явлением, которое почти не встречается у кошек. Но впереди ждало еще одно открытие. Анализ всего помета показал, что котята имели разных отцов. Это явление называется суперфекундацией, когда в одном помете потомство появляется от нескольких самцов. Марина вспомнила, что во время течки Буся однажды ненадолго выбежала во двор. Теперь все стало понятно. Так в одном помете оказались котята с разной генетикой, и при этом пара редчайших идентичных близнецов. Даже для Маркуса, повидавшего многое за свою карьеру, этот случай стал настоящим удивлением. Напоминанием о том, насколько непредсказуемой может быть природа.